А что тут происходит? Чё, как здоровья мало? Так. Блин, опять все буквы на русском. Печалька. Так, надо лететь обратно в Ужас, по-моему, называлась деревенька-то. Дальше делать сюжетный квест. В Талмберге там вообще хрен пойми чё. А в Ужасе я числюсь этим вором. Хм. А, бывает. А, ну можно заодно залететь, челику шкуры отдать. Прикол ради. О, сотник-то тут стоит, надо ему это. Трофеи отдать. Нет. А почему пройти обучение? Кого? В защите меня можешь научить? По-моему, я уже у себя относительно все вкачал. Бой на мечах там тоже, по-моему, 10 уровень. Но у меня их нет. Так что на этом пока стопнемся. Так. Нет, через эти дебри я, блядь, не побегу. Это не ТФТ. А, не можешь, здорово. Да, это не ТФТ, представь себе. TFT, скорее всего, до выхода этот мидсизон обновы не будет. Скорее всего. Потому что, смотри. Тут намечается как раз таки видос по ТФТ по большей части. То есть я на это трачу время. Надо Kindom Come проходить. Потом, что, завтра или сегодня? По-моему, завтра. Боя стартует новый сезон. Туда хотелось бы ворваться, залететь, посмотреть, что там, как там. Поэтому хз. Да и, честно говоря, не особо хочется играть в нынешний ТФТ при условии, что очень скоро появится на ПБЕ обнова середины сезона. И можно будет играть в нее. Так что вот так вот. Же охрененно, когда у тебя лошадь бежит галопом, и у тебя персонаж быстрее выдохнется, чем лошадь. Что фулл карту пробегаешь за секунды.
Ну ладно, погнали через лес. Что-то у меня ощущение, что я какой-то ебанутый крюк намутил. Вообще абсолютно лишний. What you're doing? There's people walking here. Get out, you bastard, or I shan't hold back. Что ты на пса на моего, что ли? Я не понял. Чё, он меня запэрил? Рил? Добить браконьеров. Че это он себе позволяет? Кстати, он так нехерово одет вроде. Почему все еще обобрать? О, у него бесшумные туфли. Сюда лут. Я давно их искал. Пендель. Охотничий лук. Заберем. Пробивную стрелу заберем. Заберем. Жилет тоже заберем, я думаю. Сколько у него? 115 ранящих стрел. Нихуя себе. Норм вообще. Столько стрел-то таскать. Ну почему эти туфли бесшумные краденые? Ну почему они краденые? Я хочу новые. А, лук. Блять, я луки продать забыл. Руина. Думаю, что-то тут не то. А, не, у него не 115, это урон от этой 115, походу. Да. Всего одна у него ранящая стрела была. Ну, счастливый игральный. Да. Все опять будет ворованным считаться? Нет, это не ворованное. Но все равно я это все скину куда? О, так, чинить. Эту сторону ложь пока. Нихуя себе. Вот это конь ворвался.
Хорошо припарковал, получается. Так, там нужны были шкуры крольчамбуса ему, да, вроде нужны? God save you. What can I do for you? I've got those hides you wanted. Now that's what I call quality. That'll do me just fine. Here, you've earned a bit of coin. Couldn't you use some hides? I need the hide of a sturdy roe buck. There's a wealthy merchant after one to hang on his wall. As if anyone would believe he bagged it himself. See you later. Так, ладно. Шкуру оленя мы ему потом притараним. Сейчас нужно что? Пойдем доебемся до священника. По поводу хромого чела. Так, где этот стражник? Подвиньте, пожалуйста. Ну подвинься ты. По-моему, в этом лагере я уже был, да? Угу. Да, я его зачищал. Раз там я получил какой-то квестовый предмет. Опа. А тут какое-то интересное место, да? Должно быть. Угу. Только вот. Что в нем такого интересного? И все, что тут есть, это какой-то мешок. Я могу как-то на балку на эту залезть? По всему не могу, да и смысла в этом нет. Ну, такое себе место. Давай посмотрим, сколько сейчас с меня бабла заберут. А, блин, он ведь если до меня сейчас доебется по поводу краденого. А, подожди. Не подожди. По-моему... Ну, короче, ладно, сейчас посмотрим, сколько с меня заберут. Просто сейчас очень велики шансы, что с меня заберут в первую очередь этот. Who's there? Никого, братан. Кто я? Стою. Да сдаюсь. Что ты хочешь мне?
Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a nice pile of coin to fix it. Все еще 60. С меня просят. Давай попробуем вот так вот. Oh, come on, my friend. You know I'm... Try your fairy tales on... Понятно. Ладно. Damn it. Here's your coin, then. You've purged yourself before the law, but I'll be keeping an... And spread your arms and legs. Let's see if you have anything else suspicious on Ну you. да-да-да, он сейчас заберет у меня с лошади те самые ботинки. Да? О, бесшумные туфли? Они... Отлично, они перестали быть краденными. Кайф. А значит, я могу их починить сейчас даже. Не могу. Даже броником, что ли, могу? Не могу. Не могу. Ладно. Блин. Кайфово. Garlic, beetroot, asparagus. Какая у меня репутация тут сейчас? Кажется, никакая. В общем. God be with you. I see you. I wouldn't have expected with a stick. The blessings of our good Lord be with you, Father. I'm here in the name of Sir Hanush of Lipa, investigating the massacre at Neuhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubosh? What was he like? Bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child, all sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubosh don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubosh was doing on the day Neuhof was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I can't. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son, and one of those is the sanctity of the confessional. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances, and this is one of them. Попробуем For так. heaven's sake, Father, can you really look me in the eye and tell me that when you know you may be condemning innocent people to death? I can, because if I broke that vow, the consequences would be much worse than if I didn't. Maybe not immediately, but one day. The mills of God grind slowly. Father, Lubosh was my only lead to the Neuhof raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. I'll tell you what. Give me some time and I'll try to think up some way of helping you. Suppose we talk it over in the evening. In the tavern. Over a cup of good wine. Maybe we'll come up with something. All right. Thank you, Father. Bye. Тут еще есть прикол, что он вроде как священник, но в то же время он бухает. За ним практикуется с мечом и при этом живет с тянкой. Как бы, ага. По-моему, по этому поводу можно было до него доебаться. Только надо сейчас сначала ее найти и поговорить с ней. Она вроде как у него в хате сидеть должна. А вот, собственно, и она. Greetings. You live here? Of course. I mean here, in the presbytery. Yeah, right here. In the presbytery? With the parish priest? Yes. What's the matter? Don't you like me?
Yes, of course I like you. So why are you surprised Godwin likes me too? I'm not. I mean, I see. I think. Good luck then. Может, я могу у него тут что-нибудь найти? Интересно. Шмотки какие-то все в крови валяются. Тут, как правило, хавку держит. Have you thought of a way to help me? Let's leave it for the evening. Come to the tavern. Ну, приходи после заката в корчму. Ладно, пойдем, короче, сейчас до хаты снимем. И будем книжки читать. Jesus. Is there somewhere I could sleep here? All right. For how long? Just the one night? All right. Here you are. You all like it here. Bye. Не особо он дружелюбен ко мне. Ну, правильно, после того, как я, в принципе, обокрал его и пытался стянуть у него ключи от самого главного сундучка. Этот падл спалил. Чудесным образом. Так. Что я хотел? Мы сейчас заберем все книжки. С лошади тоже надо забрать книжки, какие там были. Ну, в целом сойдет. Так, сейчас надо... Эта книга у нас просто книга. Понял. Королевство богемия то же самое. Так, вот мечта алхимика, это надо изучать. И это хорошо. Молчание золота тоже изучается. Тоже изучается. Надо отсортировать просто все книги, которые не изучаются. Надо будет продать потом к херам. Кстати, когда я вот так открываю книжки, то у меня увеличивается навык чтения. И это хорошо. Так, тоже изучается хорошо. Но это тоже должен изучаться. А, тут даже есть типа несколько томов. Типа части. Рецепт сыч, рецепт ведьминого зелья. А, я вот так вот изучаю рецепты. Окей. Отлично, плюс левел. Травы и коренья тоже. А, я так понял, те, которые с таким зелененьким оплетом, с закладочкой, они изучаются все.
Ну, которые, в принципе, в них отличаются эти иконки. А которые обычные книги, это просто книги. Но их все равно нужно, типа, открывать. Там, не знаю, нужно ли их пролистывать. Но я пролистываю на всякий случай. Так, что я хотел в первую очередь изучить? В первую очередь я, наверное, хотел бы сейчас качать навык чтения. Студент в лавках все книги становятся дешевле. Искусство вет. Первый раз, когда вы смотрите на фреску, крест или придорожный храм, ваше обаяние временно увеличится +2. Параша. Будучи хорошим образованным, производите лучшие впечатления, получать +1 красноречие при разговорах со стражей. Только со стражей? Что-то не знаю даже на самом-то деле. Более дешевые книги выглядят гораздо приятнее на самом-то деле. Вот если бы, в принципе, +1 красноречию давали, ну, он же, блядь, книги читает, начитанный же, должен нормально слова подбирать и все такое. А только со стражей неинтересно. И то, кстати, это от перкоголика. Ну, а где ты читаешь, пишешь прибавку к обучению, где бы не читал. Машинное изучение книг, которые обучаются, автоматически улучшатся во время сна или пропуска времени. Интересно. Если удобно сидеть, получить двойную прибавку к чтению. И картограф. Помочь же открывается вся карта, показывая поселение, охотничьи угодья, пещеры. Да, что-то перки чтения какие-то парашные. Я думал, там что-то получше будет. Не знаю, по типу ты будешь получать больше опыта к статье. Там от прочитки книги, что-нибудь такое. Так, ладно, поехали. Мечта алхимика. Ну, как раз на фул за 4 часика. Так, ну сейчас надо идти к священнику в эту, в корчму. Бахнув с ним пиво. Оп. Плюс левел. Алхимии. Плюс левел, но не этот. Написано, что я стал сильнее в алхимии, но я получил... Мне интересно, что значит стал сильнее? Типа я просто увеличивается получаемый опыт для алхимии. О, кстати, вскрытие замков почти на 7. Это хорошо. Может, я смогу взламывать уже сложные замки. В идеале бы, конечно, раскачать, чтобы взламывать очень сложные. Потому что без этого я не могу пройти некоторые квесты воровские. Он там внутри. Как раз со своей тян пришел. Ну давай, присядем. I'm sorry I can't tell you everything, but maybe we can work something out. But first, I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? I'm from Skalitz. Oh, I'm sorry. What about your kin? They're dead. Oh, I'm sorry to hear that. Я тян куда свалил, не We'll понял. drink to them. It must have been terrible. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl, even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovno. Folk who tried to take refuge there, but
I'll have a beer. My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujit, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Now the most important thing. What actually happened in Noel? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumors aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhoff stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarreled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. I noticed you're pretty handy with a sword. I wouldn't expect that of a man of the cloth. You know what they say. The Lord moves in mysterious ways. But this is a bit more mysterious than others. Let's just say I haven't always been a priest. Fate led me to places where affairs were settled by force. These days, of course, it's just a bit of exercise to keep me in shape. I notice there's a woman living with you at the presbytery. What of it? Have you never met a cleric who lives with a woman before? Mother Church won't let me take her to wife. Too afraid it might lose its property to any heirs she bore me. But she cooks and cleans. And, well, as a man, I have my needs. I'm not sure the parish priest at St. James would agree with you. One beer for me. I heard he was a bit odd. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujits isn't Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. The tongue-lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison. And nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth, and they shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too?
With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive furs, while Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Amen. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman and then criticizes the Pope for debauchery? No, I don't. Бля, я What do you думал, think какой-то of this? более открытый диалог Certainly будет a wise в man. этом выборе. A little overzealous for my taste. If he got out of Prague and came here for a look, I'm sure he'd stop condemning drinking and lying with women. Where can I find out more about his teachings? You like it? Hail for me. I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them at my presbytery. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. And they're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe. Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. Oh, it's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. Давай, That ладно. sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. Получен новый уровень в пьянстве. Бля, вот раскачать пьянство тоже интересная тема на самом деле. По мне помнится, они тут сейчас нажрутся. И потом начнется веселуха. To nie ustoi żadnej chlap. Na kraj padł desej smutek, grudnie loi rano utek, dzieci w małżeński majsat, do wczera żylne saje brak. Už sej mojí svatý muži, nechtěl bych bejbě jich kůži. Nám je to jedno a tak si dáme jedno a požerem si huby jako poslední den. Budeme se bavit a do rána slávy a tak vypal sudy a posaď se mi sem. Tak posaď se sem a vypal je ven. Ukaž kozy jako vozy, zítra jen tu jsou nejdem. Tak nalej mi hned, ať točí se svět. Enough of this. Bailiff, come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can write is me. Enough! Men, throw them out. Ну-ка, сцена, кстати, хорошая. Henry, back me up. О, блядь, а будет пизделка. Ну, Рихтер же один раз я уже нахуячил. Получен в достижениях грешник. А что до сих пор? Че, ты захуяришь, что ли, бардак? Ну, блядь.
Боньк. Боньк. Изи. Новая задача, поднимись на колокольню. А, он в 3 ночи, блядь, в колокол начал хуячить. I'd love to. And Henry too, I'm sure. Right, Henry. Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? Say what they like. What do I care? What do they do to me? Watch the step, my dear. Careful, you don't hurt yourself. Godwin, you're... По-моему, там сейчас будет 18 плюс сценка. Here we are. Look at this beauty. Тут, кстати, будет угарный момент, если я помню. Там такая хорошая подачка. Get ringing, wench. Просто 3 ночи, блядь, давай в колокол хуячить на всю деревеньку. Вот он, блядь, бухой священник. Блядь. And now, my dears, comes the climax of the evening. Мне вот интересно, она будет тут зацензурена или нет? Потому что когда я в тот раз играл, то ли из-за мода, то ли нет, вся цензура пошла нахер. Godwin, you old goat. Come here. Oh. The priest has mounted up. What do you say, Henry? Shall we take a little Nice ride цензура, of да. our own? Не, а я чё? Это не я, это игра такая. Бля. Так, ладно. Надо отвар из календулы жахнуть. Так, пес. Wait here for me. Так, Stay. а где мои шмотки? Well, I have to say that was a fine evening. Лол, а в катсцене, кстати, какого-то хрена не меняется. Вот в этой катсцене не меняется прическа и борода главного героя. У меня он гоняет с бородой лысый, чисто на ушлепка похожий. А тут он в дефолтном прикиде. Godwin, you beast. Get up. Do you hear me? Wake up, you drunkards. Oh, fucking hell. Where the... Oh, what the... Oh, who the hell are you? Ты кто такой? Henry. My great friend, Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, step on in my head. Oh, my guts. Oh, my poor suffering stomach. Oh, what was that woman on about?
before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Oh. Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but you can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. Изи сдался, старый, блядь. Так, ладно. Получен новый левел пьянства. So all at once, the confessional seal isn't so Надо sacred. доебаться до него в разговоре. Don't mock me. I won't give you a second chance. Well, all right. Well, I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubosh. Christ almighty. Fine then. We have a deal. Wonderful. Let's get to it then. Так, он вроде говорил то, что у него можно как раз таки... Говорил, что у него можно прочитать. Ну он, блять, он палит. Можно дверь закрыть? Да, пойдем. Так. У нас, во-первых, плюс общий левел апнулся. Ой, ладно, это я потом посмотрю. Что много смотреть, я уж не помню, что там нужно, не нужно. Винный пьяница, пивной пьяница, привычка пить. Под влиянием алкоголя ваши руки трясутся на 25% меньше, навык стрельбы из лука увеличится на +2. Но когда вы трезвы, руки трясутся на 25 сильнее. Вот это вообще рофельная штука. То есть, типа, ты как бы хороший лучник только когда бухнешь. Но из-за этого очень сильно страдает шум. А где мои шмотки? Они у меня, я надеюсь? Надо же одеться. Зила, здорово, кого в новой лиге будешь делать в пое? Ленар, здорово. Слушай, не знаю на самом деле, кого я буду делать в пое, если честно. Пока не решил. Блин, а у меня красноречие все откисает, заметность на 100. Избавляет от похмелья, пишут, да? Давай так, плюс перс немножко жрать хочет, но пару кренделей захаваем. И будем надеяться, что раз они ниже 50% этого свежести, будем надеяться, что мы не отравимся. Зелье лазарь чё? А, ну это херня.
Ну да, я поймал все-таки отравление. Херово. Ладно. Пробую лемку через големов и за озорную пасть, не големать. Не знаю, не люблю самонов. Мне нравится что-то физическое, что-то милишное. По большей части. Репутация понизилась из-за того, что я, походу, бухим пришел. Ладно. Блять. I thought he'd never show up. The swill pole. Look at him. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Just you wait. Look at him. Mother of God. Any minute now he'll throw up. I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Если он уронит его, я проору. In sanctas, at venerabiles, a manus suas. Блять. Hoc facite in meam commemorationem. Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where by the grace of God was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Now I'm curious which one of them will puke first. Типа вот такого из них раньше стошнит. Так, ладно, it's time. Уверенно начать долгую проповедь, начать скромную проповедь. Давайте уверенно начинать проповедь. Let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. That boy has a cheek. О, успех. Just as we are commanded to obey the priests in matters of virtue, so are we commanded to defy them face to face if they live contrary to God's commandments. Hear that, Godwin? Давайте продолжать It суровым is the тоном. corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, humans, hunger, and chaos. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop. Just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver. They show no mercy. Their hearts are poisoned by covetousness. They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame! Shame upon them! Давайте попробуем третий вариант. Выберем. It is the custom of the gluttonous prelates and monks to preach against sin. But what do they know of us ordinary folk? Let us remember the marriage at Cana, where our Lord Jesus Christ himself feasted with the other guests and drank his fill. And when the wine was gone, he performed a miracle and created more. He,
whose companions were poor travelers, simple folk, prostitutes, and troublemakers, performed a miracle so the feast could continue. Now that's the kind of sermon I like to hear. No, brothers and sisters. Jesus did not condemn alcohol. Drink to lighten the cross you bear in this vale of tears, but not with such abandon that you cannot keep holy the Sabbath. For there should be moderation in all things, and it is not drinking itself that is sinful, but intemperance and beastly indulgence. He's right. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates. Away with them. We're fortunate to have our good father Godwin. At least he's a fair and simple man. Критиковать распущенных священников, в том числе и Багуту критиковать. Привести заключение I суда. say to Давай. you, in the words of Jan Hus, he who knows much, let him speak much. He who knows little, let him speak little. Let each speak as much as he knows, and he who knows nothing, let him at least teach his neighbor one virtuous deed by setting him good example and refraining from playing dice and from fornication. And that applies both to priests and to you, brothers and sisters. That's his conclusion? That is all I heard in Prague. Amen. Ну, с концовочкой, ладно, обосрался, но в целом неплохо. Пойдет, пойдет. Пробую фликер тогда через меч Спаситель. И, не знаю, типа, мне нравится фликер, но я хочу попробовать фликера через нового Трикстера. Но, если честно, в душе не ему как его сделать. The lad Вот. spoke well, considering what a soak he is. He's right, Dapples. The young man shouldn't drink so much, but the Lord's given him a I'm silver glad he tongue. came here. I don't suppose I'll ever get to Prague, and he told it nicely. Ладно, там чашка валяется, этот придурок, священник, все-таки чашку-то уронил. You have talent. На заднем Deny it. плане. And you pulled a thorn from my side. I almost didn't make it. Yeah, I noticed. I wasn't the only one. Oh, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin, So gluttony and fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubosh tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Now slow down. I'm sorry, but he didn't tell me that much. Don't let me down after all I've been through. For you, Well, now Lubos came to me shortly after it happened. His Мне conscience was нравится, gnawing как at him. эхо сделано. Потому что они в And I церкви must say, стоят. in the end, he turned out to be a better man than he looked. He said they'd been hired through some crony of theirs. And at first, they were just to steal some horses. But then it all turned sour and people started getting killed. And neither he nor his cronies wanted anything to do with that. So they fell out from the gang and fled. Fell out? Yeah, there was a body found in the woods by Neuhof. That would explain something. Lubos kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it. So I know that Lubos killed the murderer and he's dead too. The trouble is, I need to find the ones who are still alive. I need names and places. Did he mention any of the others? Only nicknames. Talked about some fella called Riki from Ledechko, Pius, Timmy. Pious. That lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. And anyhow, with your skills, you ought to be able to sniff out this Riki from Ledechko, right? Well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall too. Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. You watch out for yourself. These people clearly mean business.
And I'd like to raise a tankard with you again sometime. Yeah, I'll try. Although I'm not sure I'd survive another night of your debauchery. And if anyone should ask, you heard nothing from me. I'll deny everything. I don't doubt it. Самый сильный фликер — это стаканты, которая... Лучка. А? Даже шах на 2К частиц. Хз, я на самом деле в пое абсолютно нубас. Я вот про такое вообще в душе не буду. Что это? Какой там стаканты? Какая там лучка? Как она там? Чего? Кого? Я знаю то, что самый простой фликер, который может быть фликером прямо со старта, это райдерка, потому что у нее как бы халявный генерик френзи, ей как бы насрать. Вот. Выследи вонючку, выследи еще кого-то. Окей, это мы сейчас все сделаем. Как раз начинается духота, когда нужно бегать до хера. Так. Для начала надо вкачаться. Что у нас? Есть запах мужика. Что это у нас? Твое обаяние усиливается 70% при разговоре с женщинами, если ты в грязи. Ну, это плюс короче, снижает мою незаметность. Мне это не надо. Ночной наездник. Неплохо, но в целом не очень. Странник. Херня. Клеймо преступника. Херня. Бюргер. Неплохо. В городах, деревнях, также непосредственно близости от них вы получаете плюс 1 к силе, ловкость, живучести и красноречию. Дикарь. За пределами городов и деревнях вы получаете плюс 1 к силе, ловкость. Вот, наверное, дикаря есть смысл качать. Грубиян, вы предпочитаете грубую силу в хорошем манере. Вы получаете плюс 2 к силе, на минус 1 к обаянию и красноречию. Либо золотые уста. Вы получаете плюс 2 к красноречию, на минус 2 к силе. Вот в этом огромная печаль в том, что мне абсолютно не нравится такой выбор. Ибо сила, она, с одной стороны, очень сильно влияет на то, какое оружие я таскаю. Ну, в том плане, что для хороших луков все равно нужно дохера силы. Ну, типа, нужно же там, типа, натягивать тетиву, это сложно, все такое. Кен, вы получаете плюс обаяние, минус сила. А ловкач, я получаю плюс 2 ловкости, но обаяние и красноречие на 1 меньше. Ну, вообще, в целом, вот это вот ловкач, наверное, лучший вариант. Потому что, с одной стороны, но с другой стороны, ловкость, как бы, она не так уж и сильно роляет. Во, можно поймать плюс 2 к незаметности. Причем самое интересное, что тут, типа, нет такого понятия, как незаметность. Есть видимость, заметность, шум. Есть именно заметность. Минус 1 к силе, минус 1 к красноречию. Ваш уровень чтения мгновенно вырастает на 3, но сила и ведение боя получает по минус 1. Параша. А это я не могу вкачать. Я, наверное, плащ и кинжал вкачаю. А у меня же, кстати, тут много сейчас навык. Нет, всего один. А почему? Должно быть больше. Ладно, давайте выучим плащ и кинжал. Мне вот он нравится. Все. Теперь я не могу ни ловкача, ни кена вкачать, правильно? Да, кен, грубиян, ловкач, золотые уста. Вот это вот все теперь нельзя качать. Ну и ладно. Вот, заметность. Заметность характеризует то, насколько вы выделяете из окружающей. Ну это ну, то есть незаметность напрямую уменьшает заметность. Я понял. Видимость противоположна маскировке. Она показывает, насколько легко вас заметить. Чем она ниже, тем лучше видимость. Это средняя видимость всех видимых элементов одежды, которые надеты на вас. На вас все доспехи одежды и архитектуру гораздо легче заметить. Это понятно. Типа, если близко враги заметят вас даже в кромешной тьме. Подожди. На вашу видимость в темноте влияет количество света вблизи вас, а также насколько сильно возвышается ваше тело и как близко вы к людям. Если вы близко, враги заметят вас даже в кромешной тьме. Но вот это вот параша, то, что ты не можешь типа вплотную подкрасться к челу, абсолютно невидимым быть. Заметность зависит от одежды. Что-то у меня ощущение, что я какую-то парашу вкачал. Ну, шум, это понятно. Скорость — это скорость. Так, и есть пьянство. Блин, ну вот привычку пить, с одной стороны, прикольная штука, что можно, типа, что-то бахнуть, бухлишко, и потом ходить нормально с лука стрелять. Но, с другой стороны, это, опять же, сильно поднимает заметность.
И главное, не получится ее вкачать и забить, потому что если вкачать привычку пить и не бухать, то стрелять с лука становится вообще unreal. Главное, не суммой даже делать фликера через огонь. За 200 экзов получил 1,2 миллиона урона, на фликера через 100 кенты, за эту цену 74 миллиона урона. Да, блин, фликеру, по-моему, не так уж и проблемно разгонять урон. Ну, типа... хз. Я как ни посмотрю, все просто берут райдерку и просто делают стеклопушку. Там у тебя, блядь, и 3000 хп нету, зато там просто квадриллион урона. Ладно, пьянство пока вообще качать не буду. Пока забью болт. Стрельба из лука вообще не качается. Так, ну, кстати, выслеживать вот вонючку и всех этих челов нужно как можно быстрее. Так, там лидечка и что это у нас? Завтра тай будет турнир, это надо сейчас убрать. Да, я заметил, резкость в игре сильно поднимается, когда ты прибуханный. Суть в том, что если я не успею сейчас, насколько мне помнится, выследить быстро первого чела, там просто происходит как ты выслеживаешь первого чела, он тебе рассказывает, что там есть типа второй, он отправился в бега или что-то такое, ты должен типа его, ну, ему помочь. И если там немножко прослакать с этим, то все идет через жопу. В плане, что ты приходишь, а его там уже, короче, встречают, и он может тупо не выжить в файте. А я бы хотел, чтобы кто-то, чтобы непись выжил. Прикол в Делириуме делал фликера через булаву. Физрон 3-4 ляма, но я его собирал 1,5 месяца. Ну, я не знаю, я попробую, что-нибудь попробую. Смотрим. Говорю, я в поешке абсолютно нубас. Как бы немножко базовых каких-то знаний на уровне как его, подпивасного актовичка как бы я шарю, да, а вот уже что-то более сложное я нема. Ну, как бы, чтобы ты понимал, мой уровень игры в Пое, я ни разу не убивал Убер древнего. Не в том плане, что у меня не получалось, я на него даже и не пытался как-то ходить. Ни разу не убивал Сируса. На Сируса пробовал ходить, и каждый раз мне просто не хватало дэмэджа. Вот сейчас будет минус ХП. А не, нормально. Вот заходите на стрим по еще МБ. Есть канал ДС или еще что-то, я могу подсказать по момент, я уже 9 лет в Пое играю. Ну, стримы по Пое будут, вообще без проблем. Ну, Дискорд канал есть, но там нет отдельного текстового канала про Пое, но я думаю, если ты будешь залетать на стримы, этого особо и не понадобится. О! Место охоты на кабан. Ой, ебать, блядь, уебався. У меня случается. Мы через этот куст пройти сможем? Конечно же. Можем. Ничего себе. Мне самое главное успеть сделать все дела до старта Поя, а то как-то, знаешь, стрёмно получится. Просто хочется в Пое вот именно зайти, прям вот чисто в ночь стартануть, врубить музончик и чисто на чили, на расслабоне. Играть. Когда ты знаешь, что есть, что вот в Пое хочется, и ты в Пое играешь, и при этом знаешь, что как бы есть дела, которые надо доделать. Все как-то через жопу идет. Так, а что, кстати, эта штука дает? Похмелье, ну. Похмелье все равно заметность и уменьшает статы, да? Раскален, ну, в принципе, ладно, захаваем. Оп, но сразу
сразу, да? Так, у меня минус сила, минус красноречие. А я хоть лук-то могу использовать свой? Могу. Хорошо. Друг наемника тоже могу? Да, вот друг наемника вообще просто божественный меч. Типа, требует всего лишь 4, какие-то 4 сраной ловкости, и при этом дает гигалиар дэмэджа. Кстати, дэмэдж-то увеличен. Тут пишет 45-45, а у меня 51. И непонятно почему. Что на это влияет? Характеристики. Вот, ловкость. Мера скорости... Проворство ловких. Персонаж не только быстрее передвигается, но также лучше избегает ударов, более умело сражается с требовательным к навыкам оружия, таким как сабли, хорошо стреляет из лука. В свою очередь, стрельба из лука, как и другие виды боя, тоже увеличивает ловкость. Угу. Ладно. Вообще, если торговцу продавать тапки белые плюс паска на бег, сфера шансов получить тапки 10 бега, может 25 минут вроде бегать. Да, там, по-моему, можно просто взять тапки и просто пойти и зачарить на них, нет? Плюс бег. А он же вроде относительно быстро открывается. Именно самая первая чарка. Где народ? А где весь лют? Время-то уже час. Нет? А что происходит? Тут кто-то есть. My humble greetings. I'm looking for someone they call Riki. That's the tanner's son, Hinek. Where can I find him? Hard to say. He's not around here much, thank God for small blessings. You could try his folks' place. What can you tell me about this Hinek? What can I tell you? No, he's none too popular. No one cares to talk to him. Why not? Well, I'm not one to gossip, but I heard he keeps bad company. What's the tanner like, Hinek's father? The less I see of him, the better. He's not exactly sparkling company. Why do they call him Riki anyway? Why do you think? Because he's a tanner, of course. So why don't people like him? The old tanner's not an easy man, but a son should never let his father down. Hinek does nothing to help. He's always far too busy with his own affairs, though I wouldn't like to say what those are. And does no one at all talk to him? That harlot Adela hangs around with him, of course. Harlot? She works as a bathhouse wench, same thing. Окей. Так, дали какую-то инфу. Пойдем поговорим с Аделой. Чувствует ловушку переливания. Что? До второй части актуса обозначающий помогает на боссах. Что за ловушка такая? Сначала подумал, что ты про ловушку передвижения, которая смог мина. И то это не ловушка, а мина. Кстати, да, можно было бы... Be with you. I'm in. So what are you in? A bit of everything. Heal my wounds. But of course. Fine. Here it is. I'm sure you'll be extremely satisfied. God Она bless. замедляет их, высасывает у мобов. Берегенет. Слушай, блин, звучит хорошо вообще. Я не помню такую ловушку. Она всем доступна? Или только каким-то определенным классом? И вообще она в каком акте берется?
На мне сейчас должны... А, не работают бафы? Серьезно? Ладно, давай что ли причесон поменяем. Это реально лысый, он как дебил выглядит. Да и борода это ущербная. I'm interested. Uh-huh. If it's delicate hands you're after, pay for a whore. Come now, I am paying you, am I not? Польский андеркат ему вообще не идет. Ну вот восточный мотив самое нормальное, что тут есть. По сути. I'd like that. Thank you. Чисто дефолтный. That can be Причесон. arranged. Да, держи. I'm sure. Good luck then. Просто по сути это сейчас должно добавить очков. I'd like to... Этих красноречия, по-моему. Или обаяния. Sir, this is a bathhouse, not a brothel. Nevertheless, a whore is a whore. Oh. No deal. Что тут еще есть? Повседневная элегантность это стандарт. Щетина. Гордость лесоруба это то, что есть. Не знаю, может трубадура сделать кого-то. If you don't stop staring at my cleavage, you'll end up I'd like that. outside for life. Thank you. I'm paid, why shouldn't I have But of course. Well, you wouldn't want Fine. to go home to I'm your sure you wife take and care. stop that. Так. What do you think you're doing? You've no Jesus, you business stink here. like a tanner's dog. Has something happened? А где... Во, вот теперь появился баф. Вот он. Новая стрижка, плюс обаяние дает. Так. Мне нужна другая сеанс. Что точно, кстати, под буквой С. Греет с отцом. А та девка это какая-то? Вот это вот что ли? Адела. My humble greetings. How may I help you? I heard you've been seeing Hinek, the tanner's son. So what? Come to preach at me, have you? That I'm a loose woman, a sinner, that I seduce decent men? God, no, nothing like that. It's just that you're the only one in the village who sees Hinek, so I came to ask you about him. Aye, I've seen him often enough. I don't know what I could tell you about him. When did you last see him? A few days ago. He came to me late in the evening, drunk. And that was unusual? I never saw him drink much. He always came to me sober. So he was acting strangely that evening? He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He kept prattling on and didn't seem to care about you know what. So I threw him out and I haven't seen him since. Can you remember anything Как he я said? напомнил, можно снова тестить Реф Трикстера. Давненько не делал его. Теперь вроде билд имеет место He быть. went on about some ХЗ, fella вроде called говорят, Yugosh что who Реф died. все, там пиздец. That he was regretting he ever got into it, but he never said what it was. And that it wasn't worth it for the money. Aye. And then he was talking about the money. That was very odd. What did he say about the money? Just that he had a pile of it hidden behind his house. I see. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave. Or he'd go with me and we could get married and such. Oh, just poppycock. Did you go there for a look? No, I've got better things to do. Obviously, he made it up. Where would a layabout like him get Реф, so когда, much по-моему, не будет coin? пиздец, билд зациклен на живучести, вопрос урона уже стоит в твоей валюте. Да, это понятно, но пиздец в том плане, что у него же, ну, ценник разгона урона с каждым патчем все сильнее и сильнее растет. То есть там типа сейчас в сравнении вот в новом патче, да, я, конечно,
как я уже говорил, типа, особо не шарю, но я смотрел по Еботыча, он там что-то рассказывал, что там, типа, сейчас +2 пуху хуй сделаешь, ну, там реально, типа, сложно, там фрактура нужна, вот. Потом там нужен ашес, типа, хороший или что-то такое. Вот, при том, что в прошлом патче, не знаю почему, опять же, типа, это все делалось и добывалось легче в плане цен. То есть просто как бы РФ с каждым патчем становится все дороже, дороже и дороже. Did he tell you exactly where he hid? He said he buried it at his father's smallhold. All right, thank you. Is it true? What? Other whores wouldn't go with him even for money. The other bathhouse girls are honest, so I don't know. The truth is, I felt a bit sorry for him. Folk don't like him, but it's only 'cause his old man is a grouch and a tanner. So you only felt sorry for him? Both of us are the black sheep of the village. There's nothing more between you? No, nothing. Maybe Hinnick thinks differently, but that's how it goes. Where can I find Hinnick? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off to the woods again. Does he do that often? From time to time. What the hell does he get up to there? I don't know. Mm-hmm. He goes to the woods from time to time. That smells fishy to me. What do you mean? There's no law against it, is there? With all the footpads, looters, cumans, and God knows what other vermin around, it's not the sort of thing an honest man would do. But Hinnick doesn't have anything to do with those people. Oh, really? Then what does he do there? I don't imagine he's gathering mushrooms. I really don't know what you want from me. So Hinnick is a bit odd. Угу. Проебал разговор. Ладно. Take care. Окей. Качай в атласе ларцы, алтари, и дальше по желанию будет ее лапки на билд. Я однажды послушал стримеров, качал ларцы не часто, конечно, если стреляет по валюте, то люто прям. Ну, хз, мне больше нравится на самом деле. Ну, как нравится. Я лично не тестил, не фармил, но типа качаешь атлас на этот. Ну, короче, идешь, покупаешь логбуки. Вот. Гоняешь эту экспедицию, собираешь, ну, просто фармишь, короче, экспедицию, обмениваешь все на валюту. И если я не ошибаюсь, там же можно тоже, типа, выпадают лукбуки, которые ты покупаешь. То есть, как бы, получается так, то, что ты фармишь валюту экспедиции, обмениваешь ее на у этого, как его, у Тужена, по-моему. Вот. И при этом, типа, покупаешь, опять же, еще больше логбуков на ту же валюту. И в итоге просто этот вот зацикленный фарм получается. Что-то такое, короче. Можно вроде как намутить. Но я лично не тестил. Экспедиции будут определенно нужны. Ну, хз, не уверен. I'm looking for your son. Any idea where he might be? I don't know nothing. Don't you at least know where he usually goes? It's important. Hinnick shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick and Harry? Watch your tongue, peasant. I'm an envoy of Sir Radzig Kobyla, and this is an official investigation. Stop trying to put me off, and tell me where your son is right now. I apologize if I offended you, young man. But still, I don't know where Hinnick is. He turned up at the house a while back, but then he vanished again in a hurry. And you don't know where he went? What? Look, it's been clear to me for a long time that my boy was headed for the gallows. I'm still his father, right? And you can't expect me to rat on my own son. If you value your son's life at all, you better pray I find him, because I'm not the only one looking for him. That's no surprise.
But what of it? If you're here on behalf of Sir Radzig, there's nothing waiting for Hinnick but the gibbet. It doesn't have to be that way. If Hinnick cooperates, he can save his neck. I can't say you put my mind at ease. But to hell with it. I'll tell you what I know. Здорово, бро. Хорошего He was стрима. here a few Мне days ago, приятно, как там but he left ниже right away. поживает. He Здорово, looked это like в целом he was in a неплохо. hurry. And you don't know where he went? Я на улицу не выхожу, Got an понятия не idea. имею, как там нижний I don't поживает. know Но у where меня it все is норм. exactly. I don't follow. Hinnick makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. Well, it's not much to go on, but it's better than nothing. Thank you. Don't you have any clue at all where his hideout could be? I really don't know nothing about that. I could tell when he'd come from there is all. How's that? Because every time he brought some hides for tanning and money. He had money because he sold the stuff right away. I suppose. He never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? No. But the innkeeper came here now and again and gave him coin. Of course, it could have been for me. All right. I'll ask at the inn then. What more do you know? Nothing. I swear to God Almighty, I've said all I know. Hinnick never told me nothing. I know he didn't talk to you about it, but you must have noticed something, right? How much time did he spend away? What was he wearing? How did he look when he came back? Anything? Well, he came and went at all sorts of hours. I really don't know. Except maybe one thing. He'd come home scratched with brambles and with leaves and muck on him. So he probably went through thick woods to get to that place. I reckon. What do I know? Go. And if he's really in as much shit as you say, please. Так, а еще говорили, что он типа где-то тут на грядках закопал свои гроши, да? Начать копать. Чоп. Чоп. И чё? А. Нормально. Так, теперь мне нужно искать его в лесу. Вонючка придал убитую дичь корчмаре, должен найти и проверить его. Да, блять, можно сразу бездюхать в лес куда-нибудь вот сюда, наверное. Где он еще может быть? Если ближайший лес, здесь это этот. Тут дорожка, вот этот глухой лес, и вот тут прям четко видно место, которое могло бы быть укрытием. Нет? Бля, давайте сходим реально посмотрим. Я могу отметку поставить? Нет. Давай, конямбус. Так. Where am I? О, ну и вот так все по прямой просто бежим. Давай, конь, ты можешь прыгнуть. Ладно. Так, это лагерь лесорубов. Значит, мне сюда. Ну, не похоже, чтобы это было место... в которое нужно добираться, проходя через густой лес. Да и в пещере, честно говоря, нет ни хера. Странно. Ладно, значит, реально сейчас пойдем к корчмарю. Я думал, я так смогу его найти.
Ну, не, это было бы слишком глупо на самом деле делать. Очень скрытное место, которое ты должен разузнавать по вот так вот по квестам. Ну, настолько легко обозначаемым на карте. I just don't get it. What don't you get? Why do we have to sniff around for some stinking tanner? Can't we just leave him be? Don't be such a knucklehead. Of course we can't leave him be. Runt would slit your throat if he heard you. But he's just some cowardly peasant. What can he do to us? You really can't get it into your thick skull, can you? Here. It's about our fucking reputation. How can it help our reputation? Folk already shit themselves when they see us. God-fearing folk, maybe. But in this trade, even your own people have to be afraid of you. Otherwise, they might get the idea they can do without you. Get it? All right. But that fellow ain't one of us, though. You moron. That's just why we have to get him, right? So no one else tries it on. It's all the same to me. I'll skewer him anyway. Just I can't be bothered looking for him. Well, while we're at it, did you ask about him at the village? Aye. Nobody knows where he is. Seems he's always wandering off somewhere. We'll wait and see what the chief says then. Interesting. I hope I can be of some humble service to you. I want to ask about the courier's son, Hinek. But ask someone else. I have nothing to do with Riki. He'd only drive my customers away. Really? I heard a different story. I heard the two of you do business together. Who are you, anyway? A friend of Hinek's. He's gone missing and I need to find him. I don't know where he is. But if you find the bastard, tell him he still owes me some goods. Your establishment's a bit run down, innkeeper. The walls could use a coat of whitewash, and the roof looks neglected too. I suppose so. But what's that got to do with anything? Well, just that a little extra coin might solve the problem. Aha! Now we're getting somewhere. How much do you think it will cost to fix the place up a bit? That ought to do it. All right. What do you want to know about Riki? I hear Hinek has a hideout in the woods he uses for hunting game. Do you know where it is? Not exactly. That is... I don't know where it is at all. But I happen to know it's a dark place. A cave or an old mine shaft. How do you know that? Whenever Riki was going poaching, he always came to me first for candles and lamp oil. He brought the game skinned and gutted, so we had to have a light for that. How much game did he bring you? Так я только что находил старую шахту. Я правильно пришел. Но, видимо, ничего не запускается, пока я не пройду определенную часть квеста. And do you know of any mine shafts nearby? There's a few of them around. There's one on the opposite bank, a short way off the path leading from the forge to the west. Then there's a mine gallery to the east of the village, up in the woods above the cliffs. And I heard there's one shaft on the headland close to the water. Thank you. You're welcome. Watch you don't break your neck, though. It's rough ground, and you could easily fall down a shaft. I'll be with you. Интересно, я могу с этими чуваками поговорить? Присесть такой, типа, здорово, мужики. Как дела? Умыться? Че? Сумма. А при чем тут сумма? Кого? Почему сумма, а не сумка? Ладно, поболтать с ним не получится. Но по сути, именно их я должен буду встретить, когда буду искать этого чела. Может попробовать их обокрасть, но меня спалят челы. И мне опять заставят платить штраф.
Чё, разбийник? Ладно. Сейчас найдем мы этого вонючку. А, какие у нас есть пещеры? Эту пещеру я чекал. Значит, вот это. Бежим на С. По-моему, насколько я помню, я его просто нахожу в пещере, мы с ним болтаем, потом начинается катсцена, как туда поднимается, типа, 3 разбойника. И суть в том, что он может откиснуть в файте с этими разбийниками. И у меня есть дополнительная задача, типа, не дать ему сдохнуть. Угу. У нас охота на косуль. Улей. Неплохо. Да, вот, по-моему, это и есть то самое место. Ладно. Я, наверное, все-таки сделаю. О, у меня плюс красноречие левел есть. Что я могу вкачать? Последняя попытка. Горожанин-селянин. В сельской местности, в городах и деревнях. Ну, обычно мне это нужно, наверное, где-то в районе городов и деревень. Нет? Похер, вкачаем. Вот, а по навыкам я попробую сейчас начать привычку пить. При этом бахну шнапсика. Это последний шнапс. Сейчас надо подождать, когда алкашка подействует. Отлично. What did you say? What did you fucking say? You're dead. Я даже не буду бить его мечом, мне это не нужно. Странно, обычно такого не происходит. Да тихо ты. Хорош ты. Да почему? Well landed. God damn. Тихо. Почему сейчас опять клинч произошел? А, так это просто разбойник был. Я думал, это был вонючка. Так. Сейчас надо перебинтоваться тогда. А где? Блядь, сколько я с собой таскаю на самом деле. Где повязки-то? Минус голова. Почему-то все еще файт считается.
Кто фуловый тесак с него забрал? Консервант. Решает свежесть еды. Интереснее. Ну ничего, неизвестное снадобье. Спиртямбус. Неплохо. То есть, получается, он все-таки был... Угу. Все-таки он был в той самой. Вот здесь был. Походу, я сейчас опоздаю, придя уже, когда то ли его убьют, то ли уже будет файт с ним. Да, блядь. Блин, ловкость тиса, они ёбушки ебанцы, нихуя себе, 15 силы, 10 ловкости. Вы что, ёбнутые? Что ж такое делает? Так, сейчас я пробегаю, стрелу одену. Мне, скорее всего, придется ей стрелять по врагам. Ну, кстати, алкашка кончилась. Надо было все-таки спирт у того чела забрать. Угу. А тут еще и река, которую придется облегать. Да, пожалуйста, не упирайся мордой во все подряд, лошадь. А, спасительный шнапс еще 3 штуки. Ну и чего? И в чем прикол? Где мне искать этого чела теперь? А, у нас есть еще... Вон там. Шах. Бля. Ну теперь я точно не успеваю. Блять.
Прям в парашу. Да, давай подгрузку мне, потому что я просто помыл морду. Кайф. Ну, понял, давай, иди сюда. Ты же учишься. Это левел, не навык. Так, это уже больше походит на, на нужное мне место. Jesus Christ, what am I to do? Not that I can expect any useful advice from you. At least, you've no more cares. Need someone to talk to? Fuck! Don't kill me. I can explain. I won't tell anyone. I swear, I've no one to tell anyway. Just please don't kill me. I'm not planning to kill you. You're not one of Runt's men? No. Huh. Then who are you? That's not important. The important thing is we have a common foe. Considering all the enemies I have, the odds of that are pretty high. I'm talking about the gang that raided the Neuhof stud farm. I know you were there. I was, but I've got nothing in common with those bastards. I'll take your word for it, providing you tell me what you know. I don't know why you should care. If it keeps my neck out of the noose, I'll spill the beans. That Neuhof raid of yours didn't turn out quite as planned, did it? Depends on whose plan you're talking about. We were up to it to grab some loot and bugger off. Only Runt's cutthroats was there to shed blood. What do you mean, Runt's cutthroats? There were two gangs there, mine and Runt's. We was only there to steal, but they wanted to slaughter everyone. But when you realised what they had in mind, you didn't have to go along with it, did you? But we didn't know nothing, even though we were going to Neuhof. They told us to keep watch on the courtyard while they were cutting the horses' throats. Jesus, that fucking vexed me. Their horses was the most valuable thing there. When I spoke up, though, Runt gave me such a bollocking I knew I'd better keep my mouth shut. And when they said we was going to kill anything that moved, then we knew there was no going back. Who got your two gangs together? You must have made contact somehow, right? Pius. He comes to us and says he's got this prime job. We're going to rob a farm, he says. That was a big deal, because mostly we just did small stuff. Hold up on the road now and then, nothing fancy. When they told us how much we could make on it, well, we just couldn't refuse. So Pius knew them? I suppose, but I don't know where from. We even got paid up front. I should have known from the start it was too good to be true. That gang of yours, what can you tell me about them? Don't know what you want to know. There was 4 of us. Me, Timmy, Limpy Lubosh, and Pius Pavan. Sometimes we'd rob a place or hold up pilgrims. Never nothing fancy. I'm sure you did mischief enough. Who led you? Pius. He was the oldest, and he'd mostly find the jobs for us. Plan them and the like.
He got us into that fucking mess in Neuhof, too. What about the others? Timmy's strong as an ox, with a brain to match. You got more sense out of a fence post. And Limpy, I've been with him the longest. He's my one and only friend, I suppose. Where did the rest of your gang end up? You saw Limpy, right? Yes, but he's no use to me now. Tell me where I can find Pius or Timmy. I don't know nothing about Pius. He vanished in the woods, and I haven't seen him since. Timmy, I reckon, went back to the mill where he works. Which mill? The windmill a bit north of Neuhof. Did you know any of Runt's people? Not a one. They didn't talk to us at all. None of their faces was familiar either. The only thing I know is they called that huge chief of theirs Runt, and Pius warned us to watch out for him. I don't suppose you know where they got to after the raid? On the way to Neuhof, Timmy told me he was at their camp with Pius. I reckon that's where they've gone now. Did Timmy tell you where the camp is? Somewhere in the woods. He didn't say nothing more. Thing is, Timmy's got quite an imagination. But Pius roared at him to shut it, so I reckon there must be something in it. Tell me exactly how the raid went. Well, we stormed in from the rear. Runt's people started slaughtering the whole... Meanwhile, me and Limpy had a sniff round the stables to see if we could find anything worth pilfering. And in the end, we... What did you find? Smill, Sir Hanish's groom. I don't know why he was up and what he was doing in the stables, but we took advantage of the situation. Limpy grabs him by the throat and I slapped him round to encourage him to tell us where the money was. Then it all fell apart at the seams. Quicker than you'd believe. Runt comes running up and skewers the groom like a pig for roasting. My jaw dropped. I thought the stuff about killing was just tough talk. And it wasn't? No, not... What happened then? I'm gaping at Smill, stuck through and through, and I noticed this boy standing at the other end of the stables. The stupid sods pointing at us, jaw hanging down to his knees, saying, "I know you." Runt turns to us and hisses, "Take him down." So me and Lubosh start running, because the lad took to his heels. At the same time, we caught up with the boy at the next farmhouse. I knock him to the ground, but he bashes me with some piece of iron so hard my head's ringing like a fucking church bell. Limpy grabs it off him and stands over him with his bodkin in his hand, and I start praying. In the end, Limpy just gives him a kick and says, "Beat it, Ginger." And then Runt shows up at the gate and hollers that we gotta go, so we scarp it. What happened after the raid? We were waiting for that fool, Timmy. Same place as we met them before, so he'd know where we were, right? Stupid fucking idea. But Pius didn't want to leave him behind. Only when Timmy finally turned up, 2 of Runt's men were dragging him. There was some difference of opinion? You could say that, yeah. They started on us right away that we were traitors. They knew we'd let somebody get... They started trying to surround us, and we knew what was coming. But Limpy took his bodkin and let that fucker have it in the belly. Runt? One of the others. Timmy broke free from them, and we all took to our heels. Luckily, they were so buggered from the raid, they didn't follow us for long. They just shouted. That's all I need to know. So now what do I do with you? Well... Hey, over here! It's over here. Shh. Jay, Valentine, shut up. А вот, собственно, кат-сцена. Oh, shit. Runt's people. We've got to get out of here. They're too close. We'll never outrun them. Fuck! At least they don't know I'm here. The 2 of us can take them by surprise. No fucking way. I'm gone. Look here. If you run, they'll catch up with you and kill you. And me too. Together, we stand a better chance. Jesus Christ. All right. I suppose you're right.
Answer to my prayers. Just when I wanted to vent my rage on someone. I'm gonna enjoy this. Fuck him! Єба! Ладно, мы справились. Еле-еле, правда, но справились. I've got some more questions. What? Да You're нет. coming with me. Don't suppose there's any chance you might turn Бля, a там blind что-то eye. важный текст был. I didn't do nothing all that bad, and I told you everything I know. You can tell them yourself, and leave me here. And in a few weeks, I'll pack up and clear off. It might be best if you disappeared. You're no use to me anymore anyway. Thank you. Thank you so much. I'll remember this till the day I die. Best just try living honestly. I'll do my best. I promise. Жить честно. Именно поэтому мы только что будем оббирать тех чуваков, которых захуярили. Что может быть лучше? Что может быть честнее? У этих бомжей нет ничего, по сути. Там только у одного были доспехи. Вроде. Вот у этого. Ну и то, что у него там только? Койф, да, наручи. Даже не наручи, а что это там? Налокотники какие-то. Бичи одним словом. Щит говна. Мечик я у него заберу, пожалуй. Другого просто топор был. Ладно, яблоки мы пока оставим, а вот мед можно выкинуть. Так. Теперь надо идти искать этого. Того самого, который тот. Расспроси намеренность насчет Пето. Это не Пето, а Пити, по-моему, его должны звать. Да, кстати, вот такие вот штуки разбросаны на дороге. Тут должны быть разбойники. Почему-то он тут всего один оказался. Очень странно. Да и он бомжарик. Вот другое дело, когда вот так вот нарываешься на половцев. Мне больше нравится, когда стражники с этими, с разбойниками пинаются.
heel. I hope I can be of some humble service. Do you know Timmy? He's a big man and, A complete numbskull? Aye. He works here. Or he used to. I'm not sure. He vanished a few days ago. As far as I know, no one... Farewell. Значит, надо поговорить с некой Миркой. Так, и где она? Кстати. Починка плюс лаву. Да. I'm looking for a colossus by the name of Timmy. I heard he works here. I don't know anyone like that. Но остальные-то его знают. Можно, в принципе, вот так вот сказать. Listen, someone wants to kill him. I have to warn him. My God. So it's true then. That idiot's got himself mixed up in something dangerous again. All right, but not here. We'll talk round the back, behind the mill. Тут просто шкура. Кстати, шкуру я возьму просто потому, что она мне нужна будет поэтому. По квесту. Причем она даже не краденая. Считается. Так. Говорит, за мельницей. Куда ты убежала? Не понял. А, вон она. Here I am. So, why all the secrecy? What do you want from Timmy? Can you tell me where to Тимми find его him? зовут. Promise me nothing will happen to him. Why do you care so much? He's my brother. He's not very smart, you see, and he's always getting led astray by his no-good friends. And now there's some right peculiar characters looking for him. Who are they? I don't know, but they look like cutthroats, and they said some strange things, but I didn't tell them anything. That's good. But sooner or later they'll find him anyway. Tell me where he is and I'll take care of him. He's hiding at the Colburn farm, over by Merhoyed. Ну, здорово, молодые. I get the feeling you're looking for someone here. I'm looking for someone too. Maybe we could help each other. And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. That's interesting. I'm also looking for a big ox called Timmy. Well, what are the chances? Could it be the same fellow, I wonder? Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. We could use a smart fellow like that at the camp. Мне интересно, а я могу вступить к ним в лагерь, якобы под прикрытием? All right, I'll tell you where he is.
Really? Why would you do that? We're all Christians here, aren't we? Why not help thy neighbour? Especially if he pays 2 score groschen. Ha! You wouldn't be my cousin by any chance. I'll give you 2 dozen, no more. Half now, and half when we find him. Deal. Интересно, если я выберу этот вариант, но при этом всех их замочу потом, потому что, судя по всему, вступить к ним варианта нет, это приведет к какому-то плохому последствию. Давайте узнаем. Right back where he started. Are you yanking my pizzle? Well, excuse me if I take that with a grain of salt. I'll just leave Radan here to keep an eye on you. For your own protection, you know. Come with us if you got the stomach for it. If not, come and find us in the Samapesh Tavern when it's all over. Or we'll find you. Не, погнали. Погнали с ним, реально. Погнали с ним. Хотя прямо сейчас я, наверное, даже бы сохранился. Посмотрим, к чему это приведет. Обычно я, в принципе, играю, так что если это приведет к чему-то херовому, то так и быть. То выбор есть выбор. Сейчас я сохранюсь на всякий случай, чтобы, если вдруг что-то пойдет не так, но при этом могло бы пойти именно вот в крайне интересном мне моменте быть, может быть, я даже загружусь, не знаю, посмотрим. Типа он же говорит, типа, там 2 варианта. Либо я иду с ними, либо я иду в корчму, и типа они там сами с ним разберутся. Потом либо принесут мне денег. Но я хочу пойти с ними, помочь им и типа втереться к ним в доверие. Если реально в этой игре есть вариант прохождения такого вот квеста, то есть, насколько я помню, максимум докуда я доходил, то вот после этого квеста я должен буду идти, найти их лагерь, устроить там саботаж и все такое. Так вот, если я смогу к ним втереться в доверие, ну, смогу ли я совершить саботаж таким образом? Грубо говоря, типа вступив в их банду, скажем так. Мне кажется, я могу типа остаться и просто всех их придушить просто по одному. Типа одного придушить сзади, потом следующего. Обычно, когда я проходил этот квест, я просто выбирал с ними, типа, выбирал нападай и просто
дрался. 1-5. Почему-то их тут 4. А на катсцене было 5. Далеко нам тут бежать? Вот до самопеша? Бубушки ебанцы. Я, конечно, понял, что ты не хочешь играть в фэн, ты должен нам еще игры со зрителями. Ну, как бы, да. На выходных устроим. Главное, чтобы я не забыл. ДР-стрим будет? Да, скорее всего, да. Well... И чё? Nice to see you, Timmy. How goes it? What? Haven't seen you around for a while, eh? No. Well, I hope you haven't forgotten us, Timmy. We've been thinking about you. Me too. I was thinking about you. I was, you know, thinking that I'd go and see you fellows and, That's all right, Timmy. You don't have to go anywhere. You're dead. You gonna cry now? Добил, бля. Come on, boys. So we meet again. I was hoping you'd help us out with Timmy, but never mind. А почему он говорит, что я надеялся, что я помог? Давай выберем такой момент и сейчас загрузимся, потому что я хотел помочь вообще. What do you mean by that? I mean, I'm looking for the people who torched the farm. I see. And why is that? I heard they pay well. It's true you've shown what you can do. Timmy could testify to that. If he wasn't chopped to pieces. Maybe I do have a job for you. What kind of job? The kind of job you don't ask too much about. And the less you ask, the more you get paid. Why not? Asking questions never got me anywhere anyway. Glad to hear it. Go and do what you have to do, and then come and see us at the camp. And be prepared to stay there a few weeks. All right. But how do I find that lair of yours? It's an abandoned village. I believe it used to be called Pribyslavitz. If you go upstream, along the creek that flows into Rovna from the north, from the woods, then you'll eventually get there. Thanks. I hope I can find the way. Oh, and if anyone gives you trouble, say I sent you.
So, see you at the camp then. Come on, boys. Бля, ну загрузиться, опять бежать миллион лет. Я хочу загрузиться просто потому, что я, в принципе, сделаю все то же самое, что и сейчас. Просто мне интересен момент, что если я все-таки помогу им напасть на этого Тимми, даст ли это чуть более благоприятный вариант, чем есть сейчас. По факту ничего не изменится. Он все так же сдохнет. И как бы ладно. Минимальные потери, так сказать. Yeah. Так, а куда нам там нужно было-то? Уж точно не в Мархует. Самопеш. Я просто точно-то не помню, куда они бежали. Yeah. Yeah. Что-то я не туда куда-то прибежал. Yeah. Давай, конь, ты можешь это перепрыгнуть? Я знаю, что ты выебываешься. Yeah. Ладно, бежим обратно к ним. Просто за ними-то будем следовать. Ну, да. Давай запнемся об куст. Ага, теперь А отправляет меня в Мархует на эту. Блять. Опять загружаться. Ты ёбушки, манс. Может, я найду их, если просто по дороге побегу? Где-то перехвачу их на дороге. Я же быстро от них улетел. Yeah. Ладно, короче, окей. Я еще раз загружусь и просто пойду за ними. Долго, конечно, нудно, но, блядь, а что делать?
Так я сам дорог не нахожу. От слова совсем. Так, и куда мы пришли? Ну, в Мархует. А, вот тут был. Ладно, получается, я вообще уебенил не туда, куда нужно. Или мы просто мимо здесь пробегаем? И он палку тащит. Ну и сейчас он налево побежит, как раз таки в этот самопеж. Ну да. А если бы хоть на лошадях были, они, блядь, пешочком бегут. Суть, я мог бы вот так вот сесть. И мне вот так вот предлагают же развернуть, обокрасить. Вот так вот могу пирак и незаметно убить.
Я, пожалуй, прямо здесь сейчас сохранюсь. Чтобы, если что, не бежать. Я просто хочу попробовать его именно по стелсу убить. Ну, просто быстро взять и зарезать его. Вместо того, чтобы доставать меч, там. Well, well, this is a nice place you have here. Where's the welcome for your guests? And I heard Timmy was a good host. Don't be shy, come out. Otherwise everyone here will pay the price. Где он там? А. Haven't seen you around for a while, eh? No? Well, I hope you haven't forgotten us, Timmy. We've been thinking about you. Me too. I was thinking about you. I was, thinking that I'd go and see you fellows and, You made a mistake getting on the wrong side of me. Какой вариант тебя устраивает? Просто я его придушил, я ведь его не убил, правильно? Ладно, давай. This man took part in the massacre at Neuhof, and he was Come on, punished boys. lawfully. И чё? Well now, it seems we really do have a common interest. I should thank you. Ha! Fuck it! I should pay you! What were you doing here anyway, lad? Why were you looking for Timmy, eh? I wanted him to tell me where to find the man who hired him for the Neuhof job. Neuhof job? What do you mean by that? I mean, I'm looking for the people who torched the farm. I see. And why is that? I heard they pay well. It's true you've shown what you can do. Timmy could testify to that. If he wasn't chopped to pieces. Maybe I do have a job for you. What kind of job? The kind of job you don't ask too much about. And the less you ask, the more you get paid. Why not? Asking questions never got me anywhere anyway. Glad to hear it. Go and do what you have to do, and then come and see us at the camp. And be prepared to stay there a few weeks. All right. But how do I find that lair of yours? А почему он говорит сделать то, что должен сделать? Он же ничего не сказал. Ну, никакого куста не было. If you go upstream along the creek that flows into Rovna from the north, from the woods, then you'll eventually get there. Thanks. Hope I can find the way. Oh, and if anyone gives you trouble, say I sent you. Well, then at least tell me what they call you. Moorcock. Henry. We'll see you at the camp then. Come on, boys. Так, ну чё? И чё? И чё теперь? И чё у меня есть по квестам? Так. Интересно. Так, ровно... У меня, в принципе, в ужасе даже нормальная репа стала. Да, везде нормальная репа.
И это все, что у них есть? Бомжи. Good health to you. Is there a fellow called Timmy around here? Yep. He turned up a few days ago. He won't last long though. Take care now. А че его искать-то? Вот он. Так, ладно. Там пацаны Вов зовут, поэтому я, наверное, сейчас засейвлю. Сейчас только посмотрю, что у меня по журналам. Мой приятель Пету. Доложить место нахождения лагеря разбойнику пану Рацигу. А побочное найти нет, не то. Занятие. То есть, несмотря на то, что этот чел мне рассказал, где находится их лагерь, и сказал, мол, типа, приди туда, если что, скажешь, что ты от меня. Я так понимаю, я сейчас по основному квесту прихожу к Рацигу, говорю ему, где это есть, говорю, что я втерся к ним в доверие, просто прихожу туда и, собственно, устраиваю саботаж, как я и рассчитывал. Просто было бы, на самом деле, реально очень прикольно, если бы я смог не просто прийти к ним в лагерь, сказать, что, ну, меня там, типа, вот этот вот Макс, или как его там звали, типа, нанял, я сюда к вам. Чтобы можно было заранее туда прийти. Не знаю, там у них какие-то квесты подделать. Возможно, в принципе, пойти по другому пути сюжета и попросту поменять сторону с хорошей на плохой. Но, видимо, разработчики решили сделать все относительно линейно. То есть, по факту, это выбор без выбора. Ладно, сохранить, выйти. В общем, спасибо, ребят, всем за присутствие. Да, всех обнял, приподнял. Удачного времени суток. Пойду я немножко похаваю и с пацанами в Вов полечу. Не знаю, я, конечно, могу по Вовке стрим подрубить, но я хуй знает, что там стримить вообще. В целом. Не знаю, посмотрим. По желанию.